Мария опустилась на колени на кафельный пол просторной ванной комнаты в доме в Ломас-де-Чапультепек. Дом был величественным, с мраморными лестницами, зеркалами в золотых рамах и бесконечными коридорами, по которым ее шаги всегда звучали слишком громко. Она мыла белоснежную плитку, оттирая следы известкового налета. Химический запах был таким сильным, что у нее иногда темнело в глазах. На ее спине, укрытые старым рибоза, тихо и беспокойно дышали двое малышей, Луис и Нико, внуки, которых она сегодня присматривала, потому что няня не пришла. Они терлись щечками друг от друга, иногда постановая, уставшие сидеть так долго. Но Мария знала, что по-другому нельзя. Хозяйку раздражало, когда дети ползали по дому. Мария работала не торопясь, но каждая попытка наклониться ближе к Ване отзывалась резкой, стреляющей болью в пояснице. Ее спина давно уже не позволяла ей делать такую работу. Но в этом доме никто не спрашивал, что ей трудно. Она аккуратно выжила губку и снова принялась за работу, пытаясь скрыть дрожь в руках. Младший мальчик тихо всхлипнул у нее на спине, и Мария, чтобы его успокоить, мягко покачалась всем телом, не прекращая чистить. По коридору раздалась быстрая поступь каблуков. Мария узнала этот звук раньше, чем дверь распахнулась. На пороге появилась Клаудия Мендес, стройная, ухоженная, собранная до последнего штриха своей идеальной внешности. Она оглядела Марию холодным, оценивающим взглядом. «Ты опять возишься слишком долго. Если бы ты работала быстрее, уже давно была бы в кухне. Там бардак». Мария попыталась объяснить. «Сеньора, я почти закончила. Просто спина немного болит. И дети». Клаудия подняла бровь. «У всех что-то болит, Мария. Одни работают, другие жалуются. Ты сама сказала, что хочешь жить здесь, в доме сына. Так что будь добра, помогай». Ее слова резали словно стекло. Мария опустила взгляд и кивнула, хотя грудь перехватила от унижения. Она думала только о том, чтобы дожить до вечера и уложить детей спать. Она попыталась приподняться, чтобы сменить положение, но ноги затекли, и тело дрожало от боли. Мария не удержалась и опустила лоб к бортику ванны, пытаясь отдышаться. В этот момент дети заплакали громче, почувствовав ее слабость. И вдруг дверь снова распахнулась, резко, почти со звоном. Внутрь ворвался Адриан Вега, ее сын. Его лицо было бледным, глаза расширены. Он, похоже, вернулся домой раньше обычного. Он застыл в дверях, видя мать на коленях, губка в руках, ведро с мутной водой, маленькие дети, привязанные к ее спине. «Мама!» — его голос дрогнул. «Что происходит?» Клаудия мгновенно выпрямилась. «Адриан, не надо устраивать сцену». Она сама сказала, что может помочь. Но он уже приближался к Марии. Он опустился рядом, осторожно коснулся ее плеча. «Мама, подними голову, ты хотела это делать. Скажи правду». Мария тихо прошептала. «Я не хочу быть обузой. Я стараюсь помочь». У Адриана напряглись челюсти. Он поднялся и медленно повернулся к Клаудии. Его голос стал низким и опасно ровным. «Ты заставляешь мою мать работать на коленях, пока я не дома». Клаудия скрестила руки на груди, пытаясь сохранить уверенность. «Перестань драматизировать, Адриан. Иногда я прошу ее что-то сделать. У нее хорошо получается. Она взрослый человек, она сама решает». «Нет», — перебил он, — «она не должна выбирать между болью и страхом быть ненужной». Клаудия отвела взгляд. Пауза растянулась. В этой тишине Мария тяжело дышала. Малыши всхлипывали у нее за спиной.